Привет подписчикам и гостям канала Travel.nrf. Меня зовут Алик. Я в октябре побывал в Санкт-Петербурге, поэтому у меня на канале появится 3 ролика, посвященных этому прекрасному городу. А если быть точнее, его пригородам. Я уже выкладывал видео о Петергофе. Если не смотрели, ссылку оставлю в верхнем правом углу. Также она будет в описании к этому видео. Сегодня же расскажу о Ломоносове, в целом о городе и его главной достопримечательности – дворцово-парковом ансамбле Ораниенбаум. Кстати, прогулка получилась такой типично петербургской. В отличие от прогулки в Петергофе, в Ломоносове весь день шел дождь. А добирался я туда на электричке, идущей с Балтийского вокзала. Вначале мне повезло, ехал я на «Ласточке», обратно же электричка была совершенно обычная. В принципе, ничего, так терпимо, но все-таки разница между ними существенная. Кстати, это тоже направление, что и на Петергоф, только ехать нужно до конечной станции Ораниенбаум. Перед тем, как выйти из поезда, попрошу вас подписаться на мой канал. Также приглашаю вас на наш сайт, там есть множество предложений для отдыха, ссылка будет в описании. Ну вот мы и на вокзале. Здание вокзала представляет из себя, конечно, унылое зрелище, особенно после увиденного мною вокзала в Петергофе. Но это еще ничего по сравнению с видами, открывающимися со стороны вокзала на ближайшие улицы. Город расположен в 40 километрах от Санкт-Петербурга, рядом с Финским заливом. Основан в 1710 году как загородная резиденция генерал-губернатора Петербурга, князя Меньшикова. Меньшиков назвал ее Ораниенбаум, что с немецкого переводится как «апельсиновое дерево», так как в его садах росли апельсины. 23 февраля 1048 года, во время кампании по борьбе с космополитизмом, когда названия на иностранных языках исчезали с карты РСФСР, город был переименован в Ломоносов. Что-то подобное мы видим и сейчас. Парадокс. Подонки ничему так и не учатся, историю, видимо, не читают. У мерзавцев всегда дел не в проворот. И, как правило, им нет покоя. Я покидаю такой зал! Мне с вами не по пути. Но в 90-е годы были восстановлены исторические названия улиц города. Когда я готовился к поездке, я увидел на карте обзорную площадку, расположенную на берегу Финского залива. И первым делом решил сходить к ней, предвкушая увидеть красивое место и красивые виды. Но вот со вторым меня ждали проблемы из-за плохой погоды, что привело к низкой видимости. Но вот с первым меня ждало разочарование посильнее. Да вы сами посмотрите, в каком тут все состояние. Просто без комментариев. Единственное, что меня удивило по дороге к обзорной площадке, это вот этот памятник. Для меня было неожиданностью узнать, что в течение Великой Отечественной войны в Ораниенбаумской гавани находился легендарный крейсер «Аврора». Дойдя до обзорной площадки, я не разочаровался. Обстановка здесь соответствует дороге к этому месту. Все тут Душевно, по-домашнему. А вы только представьте, сколько здесь можно было сделать для туризма. А так создается такое ощущение, что здесь продолжается война или ты попал в постапокалипсис. Но давайте вернемся в город и изучим его улочки. Ломоносов раскинулся к северу, востоку и югу от архитектурно-художественных ансамблей, являющихся его главными достопримечательностями. Город отличает прямолинейная планировка с выходом застройки к прибрежной полосе Финского залива. Центральная магистраль города – это Дворцовый проспект, проходящий рядом с дворцово-парковым ансамблем Ораниенбаум.
являющимся главной целью моей поездки сюда. К западу город переходит в Краснофлотское шоссе, на востоке в Морскую улицу в Мартышкине, далее в Оренбаумское шоссе и Санкт-Петербургский проспект в Петергофе. В целом город, конечно, навевает уныние. Он отличается от других пригородов Петербурга, которые я посещал, и не в лучшую сторону. Здесь, конечно, можно найти какие-то проблески европейской ухоженности и уютности, но это надо очень постараться. Даже не могу себе представить, как развивался бы город, если бы это была Финляндия. Далеко от вокзала я увидел городскую достопримечательность – собор Архангела Михаила. Его вообще очень хорошо видно с разных мест города. Собор был построен еще в 1914 году. А больше всего мне понравилась вот эта скульптура, посвященная писателю Николаю Шадрунову, который жил и работал здесь, в этом городе. Его также называют местным бытописателем. Но еще мне доставило удовольствие прогуляться по улице Еленинской по причине нахождения здесь вот таких зданий. Ну а теперь давайте прогуляемся все-таки по парку. Покупаем билеты и заходим на его территорию. Парк Оренбаум – это ценнейший образец садово-паркового искусства второй половины 18-го, середины 19 века. Он занимает площадь в 162 гектара. Парк состоит из нескольких исторически сложившихся частей, каждая из которых сформировалась в определенные периоды создания дворцово-паркового комплекса. Верхний парк больше по площади, чем нижний. Этот парк природный, с великолепными пейзажами. Его часто называют Северной Швейцарией. В нем две части – Петровский парк и комплекс «Собственная дача». В Петровском парке протекает река Кароста, через которую переброшены 3 моста. Также там есть 2 пруда и создано несколько искусственных водопадов. Большой Меньшиковский дворец является центральным строением и делит парк на нижний и верхний. Рядом с дворцом находятся церковные и японские павильоны. Это старейшее сооружение Оренбаума. По своему размаху он в то время превосходил даже Петергоф. Для строительства своей резиденции Меньшиков пригласил иностранных архитекторов. Композиционным центром дворца является двухэтажный корпус, увенчанный княжеской короной, к которому примыкают одноэтажные скругленные галереи с 2 павильонами. У его подножья разбит регулярный сад, декорированный скульптурами и фонтанами. В центре восточной галереи когда-то располагалась турецкая баня со стеклянной крышей, которую посещал даже Петр I. Во дворце имелось 2 особых покоя, предназначенных для императора – спальня и передняя. Но после опалы Меньшикова все его имение было конфисковано в пользу казны. В 1743 году императрица Елизавета Петровна пожаловала Оренбаум наследнику российского престола великому князю Петру Федоровичу, впоследствии императору Петру III. Именно при нем восточный павильон дворца получил свое нынешнее имя – Японский. Вообще, в 3-вековой истории Большого Меньшиковского дворца времена расцвета неоднократно сменялись периодами забвения и упадка. Тем не менее, дворец избежал катастрофических разрушений, кардинальных перестроек и сохранился до наших дней, как один из немногих подлинных памятников русской архитектуры первой половины XVIII века. Дворец не пострадал даже во время Великой Отечественной войны. В Нижнем парке выдержана геометрически правильная планировка. Это образец ландшафтного искусства 18-19 веков. Первоначально территория была заболочена, ее специально осушали, чтобы разбить там парк. В Нижнем парке установлено множество скульптур. В 1920-х годах парк изменил свой вид. Там сделали летний театр, спортплощадку и поставили торговые ларьки. В 70-е годы началось восстановление Нижнего сада, и к 2011 году его вид был возвращен к первоначальному. Гулять под дождем утомительно, конечно, поэтому напоследок я осмотрел еще миниатюрный дворец Петра III, который считается одним из самых совершенных произведений архитектуры XVIII века. Размеры и сдержанная внешняя отделка дворца носят характер интимной загородной резиденции. Эта постройка не предназначалась для торжественных приемов и церемоний, а служила местом для отдыха после военных учений. Первый этаж дворца занимают служебные помещения, не имеющие художественной отделки. На 2-м этаже 6 комнат. Передняя, буфетная, картинный зал, кабинет, спальня и будуар. Дворец Петра III практически не пострадал во время Великой Отечественной войны и ныне предстает в своем первозданном виде. В музее, кстати, представлены личные вещи императора.
мои зрители, спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь, поставьте лайк и включите колокольчик, чтобы не пропустить следующие ролики на моем канале. Да, и напоследок хочу сказать, что компания Travel NRF организует туры в Армению, Грузию, по Краснодарскому краю и Кавказу, а также индивидуальные экскурсии на курортах Черного моря. Если вам интересно, ссылку сайта оставлю в описании. Также можете глянуть видео о Петергофе или о Кронштадте. Всем удачи и пока!